Всем привет! По названию видео вы уже видите, что не все будет хорошо, хвалебных отзывов сегодня не будет, но я считаю, что вы должны это знать. И изначально сейчас вы всю хронологию видите, как происходило. Мы нашли интересное место, обзорную площадку, фотозону и так далее. Решили проверить, что это такое, решили посмотреть, сходить, сфотографироваться. И дальше что-то пошло не так. Ну, я думаю, вы видео посмотрите. Я так понимаю, что в их сервисе что не так задолго до нас. Да. Просто вот так случилось, что никто, видимо, до этого что-то не записывал видео. Что-то с сервисом все-таки не так, есть какие-то недочеты. Смотрите видео. Но они придумали, сделали новую крышу. И Но дальше покажем. да, сначала идея была хороша, но потом что-то пошло не так. Наши оценки, все в этом видео. Так что смотрите, это интересно. Всем привет, любители турецких приключений. Привет. Мы идем в интересное место. Расскажешь? Мы не могли туда не пойти, чтобы вам показать красоту. Это новая очередная блогерская локация. Помните, мы вам уже в какой-то серии показывали крышу Куба Истанбул, недалеко от Сулеймании. А сейчас турки, как обычно, сообразительные. И они сделали новую локацию, назвали ее Тахт Истанбул. Соответственно, на этой локации есть крыша, которую устелили коврами. На эти ковры поставили чай, кофе. Положили фрукты, выдали турецкие наряды. Аренда такой локации стоит 100 лир в 5 минут. Вокруг летают чайки, их подкармливают. Вы имеете красивые фотографии с видом на Стамбул. Вот мы решили пойти и найти. Да, при условии, что вы фотографируетесь сами друг друга, да. Это стоит всего 100 лир. Но вы можете взять фотографа, да, 100 лир за 5 минут. Но вы можете взять фотографа местного, там есть, либо своего привезти. Местный фотограф, который там к этой крыше прикреплен, он стоит 500 за одного человека. За человека и 750 лир за 2 человек. Да. Можете привезти любого другого фотографа. Либо на телефон фоткаться. Да. Либо я еще читала, девочки писали, что там есть какой-то мальчик, которому можно там дать немножечко денег, и он вас тоже пофоткает на телефон. Путь наш лежит через египетский базар или Гранд базар уже. Ну, в общем, тут граница размыта. Попробуем показать весь маршрут. Только мы, значит, нашли до локации. Давай покажем, пацана. На Google Map. Мы пришли на точку и говорим, а куда же идти? Покажи нам для видео. И да, вот тут как раз на углу стоит парень. Say something. Стоит парень и как раз туда зазывает. Да. Забавно. Он нам помог. Потому что тут не очевидно все, куда идти. Очень много всяких коридорчиков. Вот мы зашли, это какой-то магазинов. Ну, торговый центр, типа того. Магазин магазинов? Да, и надо наверх теперь. Которую я не могла заказать на съемки, и которую мы ждали. Покажи ее, зачем мне. Миллион лет до нашей эры. Здравствуйте, Mayflowers. Вот эту штуку мы как раз хотели, да. И, в общем, да, девочки не заказывали. Да, здесь оно все продается. Он сказал наверх. Наверх? Как? Ну, по-любому нам нужна крыша. То есть он зазывает всех подряд или только всех? О, туалет. По секрету. Он зазывает всех. Нам, похоже, еще выше.
На самом деле тут любая крыша красивая, даже вот из окна выглянул и шикарно. Вот он, Галатский мост, вот Галатская башня, там Босфор и чайки. Все красиво, но вид похож на то, что нам нужен. Так, ну вот она, характерная табличка, что удивительно, эта табличка только на 4-м этаже. Вот такой движняк тут происходит. Бэйби. Короче, вот такая запись, живая очередь. Сейчас я спрошу. Всем по 5 минут. Тут же переодеваются, тут же фоткаются. Забавно. Waiting in line. I think Sunny, minimum 1 hour's line longer. Yes. I'm so sorry. We have a problem about the birds. Why? Today very hot and no winds. Not coming much birds. Okay. The people want to catch the birds behind the. Сегодня мало птиц, потому что жарко и нет ветра. И птицы не летают над этой крышей. А ради птиц сюда, в общем-то, и ходят. Не только вид, но и видно птиц еще. Вот они где-то вокруг. Все ждут птиц, короче, вот так происходит. Тут и без этой крыши шикарные виды с балкончика. Только посмотрите, какая красота. Я пыталась снять на телефон видео, чтобы тебе показать. Естественно, ко мне подбежал мальчик с рацией и сказал: вы не платили, нельзя снимать. Я говорю: ладно. Там есть фотограф малохольный, который на 70-200 не может бленду накрутить и херачит на солнце. В общем. И есть Ахмед. Ахмед — это помощник фотографа. Ахмед, мальчик разговаривает примерно как наша Ленка на английском, поэтому он говорит: Ахмед, assistant free, your phone. В общем, как я поняла, что Ахмед может вас бесплатно на ваш телефон пофоткать. И Ахмед делает еще и видео на маленькую камеру. Вот, Ахмед снимает лучше, чем... Нет, фри, он же тебе сказал. На маленькую телефон или маленькая камера. Нет, видео платно. А если на ваш фон, то бесплатно. Вот. Соответственно, там вот такой же точно вид, только выше, но птиц сегодня нет. Они все ниже летают, я смотрю внизу. Потому что жарко. Он говорит, птицы сегодня не летают. То есть птиц придется фотошопить, но это тяжкий труд. Ну, короче, я не знаю, что делать, я в дилемме. То есть сидеть час как бы и ждать вот так вот, час из жизни в Стамбуле профукать. Вот смотрите, тут все, в общем, меряют платья. Сейчас вам покажу, что тут есть, если соображу. Даже для детей есть. Ой, извините. Пожалуйста, вот пояс. Красота. Кафтаны, платья для детей. Короны. Смотрите, короны есть. От этой короны это. Новости такие. Мы заплатили 100 лир, нам выдали номерок, и мы ждем, ну, около часа нам надо ждать, не меньше 50 минут, потому что сейчас 27 номер, у нас 39, то есть, соответственно, часик, да, ждать. И людей тут много, и, видимо, постоянно тут такая текучка. Потому что, ну да, вот смотрим фотографии, красиво выглядит. Блин, это фотошопные птицы, смотри, вот реальность. Да. А это фотошопленные птицы. Ну, может быть, да. Да какой может быть? Это просто видно даже, что они другого цвета. Они даже не чайки, какие-то эти орлы или вороны. Сейчас этот, как они все говорят, ковид, масочный режим. И эти наряды передо мной перемерило 100 человек. Но при том, что здесь люди без масок. Ну, кстати, слушай.
Вот так выглядит это место, крыша, собственно. Вот здесь можете и фотографироваться. Вот это стоит 100 лир 5 минут. Ну, вид, конечно, шикарный здесь. Вид красивый. Тут охрана, все следят. Можно причем в обе стороны фотографироваться. Это Сулеймания уже. Мечеть Сулеймания. Очень рекомендую, если вы тут не были. Ждали мы в итоге где-то полчаса, прежде чем поднялись на крышу. 100 лир и фоткайтесь на свою камеру, на телефон, куда угодно. Ну, вроде так. План такой. Вот фотографируют девочку. Так она будет как-то так фоткаться, чтобы не закрывать мечеть, потому что девочка устала и ни черта не видно. Ручки осторожно, ручки можно поднимать, а не надо запирать. Девочка? Ситуация, когда тебя не просят, не лезь. Понимаешь, когда пришел фотограф и думает, что он самый умный. Это да. Кто у тебя просил? Да. Может, девочка хочет задирать юбку, может, ей в Монако нужно. Это правда. Чайки сегодня есть, но их что-то маловато. Ну, они так и сказали, что то ли ветра нет и жарко, и поэтому они не летают высоко. Что-то такое. Это вот группа поддержки. Ненужные советы и так далее. Вредные советы, как это говорится. Все дают. Блин, он сейчас так швырнул этого кальмара, что девочки не в лицо. Ты видел этот чвяк? Он просто он уже устал тоже швырять. И он такой... Тыщ. Да, вот они кормят чаек. Кормят чаек, соответственно, чайки здесь и летают. Место прикормленное. Прикормленное место, мальчик не устал. Да, там Золотой Рог. Кстати, то самое место Куба Истанбул, на котором мы были и которое показывали вам в прошлых видео, его доломали окончательно. То есть сейчас туда, как нам сказали, прохода нет и, собственно, там от крыши практически ничего не осталось. Tell me in English, because we have English and Russian speaking. No, please. It's live channel. Okay, let's do it. Thousands of reviews about Istanbul. 1 million reviews. Yes. Really? If you don't worry about reviews, tell me. Итак, что я говорю? О том, что когда мы зашли, было 100 лир. Когда мы вышли, они говорят 200. Цена 100 лир в то, чтобы как бы испортить репутацию. Он говорит, ему не важен мой отзыв. Really? Tell me about this. Теперь самое интересное, о чем мы, собственно, хотели рассказать в видео. И, ну, собственно, название говорит само за себя. Что нам здесь не понравилось и почему мы сюда не рекомендуем ходить. Во-первых, 100 лир они требуют с человека. Но не говорят об этом. И, во-первых, не говорят, во-вторых, они не говорят, сколько времени. Мы вдвоем фотографировались от силы 3 минуты, это максимум, может быть 2 даже. У нас, в принципе, мы сделали там 10 кадров, и это было 2 минуты реально. И нас выгнали. Да, и нас выгнали, потому что пришли следующие. Потом на выходе... Чаек не было. Да, чаек не было. С нас потребовали на выходе еще 100 лир, потому что мы сфотографировались вдвоем. И они начали рассказывать, что на самом деле 100 лир с человека, а время мы не считаем. На самом деле мы считаем только количество зашедших людей на ковер, ну то есть в эту декорацию. Но по факту это 2 минуты на двоих. То есть за минуту платить 100 лир. Ребята на общение не идут, ни ребята, ни девчата. Да, они неадекватные. Они, да, Зачем ты так мягко говоришь? Они просто неадекватные. Да, просто окей, отмороженные. Вот этот большой мужчина был еще куда ни шло. И то он, но потому вот что он вот по-английски не говорит практически. Эта женщина была просто неадеквашка, потому что женщина эта должна сидеть дома, в Турции. То есть изначально мы сказали, что нам не нужен фотограф, ну вот свой фотограф, который 500 лир стоит. Нам не нужен, мне не нужен, фотограф. да. И она решила, что Ира фотограф, а я модель. Ну, как бы глупо, да, хотя об этом речи не было. И получается такая ерунда, что с нас они потребовали еще 100 лир. Мы заплатили, да, нам не жалко этих денег, но 200 лир за 2 минуты съемки, Это и даже too much. Это даже, слишком до хрена. Ну, поэтому будьте готовы еще, к таким смотри, вот они кидникам сказали, откровенным. Да, вы нам рассказываете, что в Турции не кидают. Они Да, сказали, что им вообще попробуйте сюда насрать сходить. на отзывы и мнения блогеров. И они такие все классные, офигенские, что им вообще на это все насрать. Поэтому, ребятки, настоятельно мы вам говорим, не ходите сюда, это того не стоит. Да, и кроме То того, есть вот здесь как бы к людям настроение относятся испорчено реально, как крайне вот негативно. поток просто, Да. поток денег. Им нужны только ваши деньги. Они вас тут не ждут, не любят. Но это то место, которое мы точно не рекомендуем. Хотя вы знаете, что в Стамбуле, по-моему, еще не было ни одного такого места, которое Чтобы у бы нас мы... такое было. Да, У нас такого не было еще места, которое чтобы получило мне бы испортили такой вот так отзыв от нас. настроение.
Да, так что имейте в виду. Это студия, это... Нет, это место мы вот не рекомендуем. Посмотрите наши фотографии. Ничего особенного. На любой крыше, в любом Можно ресторане снять. вы можете за 200 лир еще и Святого покушать лучше бы хорошо. сняли. Да, а не провести 2 минуты за сколько успеете снять кадров. Ну, оно того не стоит. Так что делайте выводы сами. Можете пойти проверить, конечно. Но мы здесь были и мы не рекомендуем. Я прям злюсь. Небольшая ремарка. Мы уже пошли вниз. Пошли на базар по делам и нас послали поймал туда, пацан. Послали, да, пацана малого, ну, который с Который на листовками входе стоял, был. да. И типа он говорит: о, скажите ваш YouTube канал, типа того, что. Ну, то есть заранее решили проверить. Но я думаю, мы сделаем им сюрприз, и они найдут это видео в поиске. Если вы нас смотрите, то Вы молодец! большой вам солнечный привет из России. И Не только. ведите себя правильно, вот так я вам скажу. Ну, а всем нашим подписчикам, зрителям и всем тем, кто нас смотрит, всем большой привет от нас и оставайтесь с нами. И как видите, мы реально все проверяем, видите? За Да, вас, чтобы да. вы туда не ходили. Да, поэтому смотрите наши ролики и путешествуйте безопасно. Итак, смотрите, мы решили вам показать. Смотрите, вот здесь вы можете наблюдать время съемки. Итак, 15:02. Это мы зашли просто на свой страх и риск посмотреть, как там свет. Поехали дальше. Это Тимофей пытался прицелиться по мне. Смотрите, 15:08. 5 минут нас прогоняли, значит 15:08, да? Поехали дальше. Это мы пытались посмотреть, что со светом. 15:09. Так, поехали. 15:11. Смотрим. Нам дали, наконец, место для съемки. Поехали дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, сейчас 13 кадров, да? Дальше я сфоткала Тимофея. Смотрите на время. 15:12. Понимаете? 15:12. Смотрите, сейчас я хочу понять, где здесь конец, и сказать вам точное время. 15:12. Итак, это 15:12. Сейчас я найду, где мы ушли, чтобы вам показать, что это действительно 15:12. Вот. Смотрите, вот. 15:12. 1 минута. Съемка моя и Тимофея. И следующее, это мы уже сошли с крыши. Мы просто фотографировались, на нас кричали. Нам говорили, здесь нельзя, нельзя. Мы уже как бы нам было пофигу. В общем, съемка заняла, как вы видите, 1 минута. Ну, серьезно. Ну, в смысле 1 минута. Итак, а на всякий случай посмотрю, когда мы совсем ушли. Но это когда мы уже просто ходили, обувались, что-то там делали, в рюкзаки складывали. Итак, это вот последний кадр у меня 15:17. Но это когда уже на нас тут все тоже ругались, и мы уходили, и просто сделали вот кадр на фоне мечети. Итак, сама съемка заняла 1 минуту. Вот оно, 15:12. Как видите, вот одна одичалая чайка и больше ничего. Итак, на всех кадрах. Вот вы видите, причем, смотрите, мы решили вам показать равы. Как вы видите, это вот RAW формат, сырой. То есть я его не подтасовала, ничего такого. Это исходники. Вот она, эта чудесная съемочка. И вот этот звук нам прислал мальчик, который живет в Стамбуле. Он мониторит ситуацию, ну, по крайней мере, по турецким каналам. И что он рассказал про вот эти вот вообще съемочные площадки, что они говорят в Турции. Ой, ты знаешь, ну, насчет этого, как бы я слышал, ну, даже по телеканалам Турции даже разговаривали. Там, на самом деле, это никому вообще не принадлежит, и они как бы самостоятельно вышли и заявились, типа, хозяевами. Там платишь еще. Ну, они на самом деле как бы незаконным путем зарабатывают там. Когда я у них спрашивала, в сообщении мне писали, что вам будет и чай, и кофе, и все, что хотите, как обычно принято все в Стамбуле. Да, действительно, нигде ни чай, ни кофе, ни воду никто не считает и предлагают. Так вот, даже чай был тот бутафорский. Естественно, нам ничего нигде там не предложили, ни воды, ни чая, ни кофе. Да, сидеть, естественно, негде, ни стульев, ничего нет. Мы не сняли, да. Сидели Но на полу или на подиумах. На полу, Там это, ждешь, то есть... бывший магазин какой-то шмоточный. И там подиумы такие невысокие для одежды, видимо. И вот на них все, в общем-то, и сидели.
На крыше мы успели сделать буквально за 2 минуты несколько фотографий. Я даже не знаю, сколько там, штук 10 наберется или нет. И нас уже тут же выгнали. То есть вот за эти деньги, как бы я считаю, что достаточно дорогая цена. 2 минуты, 2 минуты 200 лир. 2000 рублей. 2 минуты 200 лир, переведите лиры в любую валюту. Да. За то, что они разрешают фотографироваться только на телефон и фотографирует их мальчик, либо еще 750 лир за профессионального фотографа. Причем мальчик там по-английски не говорит наверху, он говорит только на как бы, турецком. да. Очень странный сервис, очень странный. И история, может быть, сумбурно мы перед этим рассказали, но... Жалко, что мы не везде снимали, но нам везде, видишь, не хватало даже Да. времени сделать фото, а не то, что снимать. Причем они тут же исказили наши слова. В общем, получилась какая-то ерунда. Девушка на приеме, которая берет деньги, она изначально начала Она мне Ире начала предлагать предлагать своего... за 750 лир фотограф. Да, Ира говорит, мне не нужно, я сама фотограф, я умею Я говорю, фотографировать. мне не нравится, как ваш фотограф снимает. Да. Он снимает плохо. Еще раз так скажу, их фотограф снимает из ряда вон Отвратительно, отмерзительно. да. Просто если, да. Потому что я даже могу сказать, что если вы хотите, чтобы вас кто-то нормально снял, не поленитесь, прошерстите всех фотографов в Стамбуле и выберите, кто вам подойдет. Потому что это нужен человек и душой, и красотой, а не просто приходите, у нас 750 лир. Вообще это дорогая цена за 5 минут, если честно. Да. Так вот, эта девушка на приеме, Она сказала, она потом меня не перевернула слушала. все. Она и слушала решила, через слово, она да, услышала только фотограф и сказала, окей, ты фотограф, значит Тимофей я клиент, Да. и типа я один фоткаюсь. Но, окей, она видит нас двое, я Ничего купил не билет, говорит, да, да. нам никто ничего не сказал про время, не сказали, типа сколько понадобится, столько фоткайтесь, типа. 2 минуты. Ну, 2 минуты. да, В на смысле? двоих, 2 минуты на двоих, и нас Серьезно? оттуда уже выгнали, следующих запустили. Мы даже не успели на камере ничего просмотреть. Конечно, и такой, в Чаек общем, этих не было. дикий сервис. Они говорят, ой, сегодня жарко, чайки не прилетели. Ну да, при том, что за спину тебе постоянно кидают кальмары гнилые. Ну, то есть там парни это кормят чаек, и они их сразу кидают. Но чайки что-то уже у не тебя хотят над это головой, есть. да. Чайки это не жрали, видимо, может быть, и кальмары протухшие были. А тут я не знаю, насколько они их любят. Не весь турецкий сервис одинаково полезен. Эти ребята просто решили заработать много денег, Быстро. при этом Открылись в забивая феврале. болт на посетителях, на туристах. Правильно, смотри, они открылись в феврале, они просидели весь карантин, Да. не работали, а тут Да. хоть какие-то люди появились, и они решили по максимально бабла срубить. Да, да. Ну, не таким же методом. Причем, да, такой жуткий сервис, и все. Этот ковер несчастный. Деньги. И сразу будут вытягивать деньги, при этом Чай относятся, бутафорский. смеются над людьми, Омерзительно пропускают очередь, просто. там пропускают других между, то есть неправильно называют номера в очереди. Из-за этого люди возмущаются, они просто ржут им в лицо. И, Да. ну, то есть им настолько неприятное ощущение от этих вот людей возникло, что просто понимаешь, что мы раньше в такие истории не попадали. Это вот Мы их первый просто раз, не видели. и это первый наш негативный отзыв За о столько вообще лет. о каком-либо месте в Турции. Да. До этого у нас просто не потому, что мы такие добрые и Нет, не потому что хейтили искренне то, что нам не любили все, нравится. что мы видели. Да. Мы искренне Стамбул очень До этого нам любим. все нравилось. Все почти 70 видео у нас хвалебные отзывы, причем безвозмездно, бесплатно. Это не реклама, мы не берем за это И мы деньги. никогда в это не встревали, Да, ни в одну а ситуацию. здесь вот то, что, почему мы это видео и опубликовали, чтобы реально показать вам, как это происходит вот конкретно в этом месте. Ну, ваше дело, идти туда или нет, Но- мы никого не отговариваем, Ну, хотите, Мой конечно. вывод такой. 200 лир, 2 минуты, фото без чаек, на телефон. Я думаю, что это лучше сходить в хороший ресторан. Ну, еще Если и вам с таким хочется, отношением к людям, да. Вы можете попросить у меня фото этой крыши и фотошопите себя туда. Кстати, напротив вот этой вот крыши Полно кафешек. полно кафешек с таким же точно видом, Можно и там там. за 200 лир вы Еще и оближут вдвоем, вас. втроем вы хорошо покушаете, пофоткаетесь бесплатно хоть весь день, и вам будут только рады. Ну что, вы сейчас посмотрели все своими глазами, весь процесс, вы все увидели. Напоследок, да, мне бы, как обычно, хотелось сказать про то, что я пишу все время в Инстаграме, про любовь к людям и все такое. В общем, пока я ехала, я размышляла, что может быть все же вот так, а может быть не так, может быть так. В общем, к какому выводу пришла я? Если бы мне, как говорится, на берегу, на входе сказали, что у нас это стоит столько-то и столько-то, то я бы, поразмыслив, сказала: нет.
Ну, не это слово, но другое. В общем, я бы имела выбор, и я бы поступила наверняка по-другому. То есть я бы конкретно не пошла туда точно фотографироваться 200 лир за 2 минуты. И не потому, что мне жалко 200 лир, а потому что я умею разумно расходовать деньги. Вот, я бы на эти деньги купила себе шарфики. Или зашла на соседнюю крышу. Но суть в том, что, да, ребята молодцы, они придумали интересную схему, они сообразили, взяли бесхозную крышу, сделали из нее бизнес. Они, да, они как бы красавцы, но это же дело уже каждого дальше, быть обманутым или нет, правильно? То есть если я делаю такой вывод, если вам комфортно, вы поддерживаете такие бизнесы, welcome, вот вам отметка на них. Если вам это все не нравится, то вы предупреждены от нас. Правильно? Да, да. В данной ситуации мне лично некомфортно от того, что у меня не было выбора. То есть если бы мне в самом начале пути сказали конкретно, сколько стоит, сколько, что, либо могли бы повесить, например, прайс на входе, никому ничего толком не рассказывать, просто уже сделать четкий прайс, озвучить. Или обозначить количество, время, которое Хотя бы можно время, фотографироваться за да. эти 100 лир. Или хотя бы людей. Ну, то есть, смотри, там на видео видно, что при входе нам просто говорят 100 лир. Все. Да, да, да. Что дальше? Ничего не понятно. Вот. То я бы имела возможность выбора. Поскольку у меня такой возможности не было, я сейчас перейду на терминологию дизайна человека, я как проектор чувствовала горечь, обиду и разочарование, почему я оказалась в такой ситуации. Собственно говоря, я люблю, когда у меня есть выбор. Поэтому я говорю о том, что если вы хотите, вы можете, конечно, входить в это место. Если вы послушали нас и вам все понравилось, окей, это ваш выбор. То есть я считаю так, выбор каждого, что вы хотите делать с этой информацией. Правильно? Да, у нас не было цели захейтить это место или там как-то опорочить их хозяев. Нет, мы просто рассказали, как есть, что увидели. Объективно, ну, насколько это можно, хотя это, понятно, наше субъективное мнение, но мы рассказали, как есть, как с нами обошлись, а вы, может быть, вам повезет, поэтому мы не будем никого ни за, ни против, ни отговаривать, ни убеждать идти, это выбор ваш. Поэтому смотрите наши видео дальше, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии.